Привет! Это Сережа Рассказов. Я продолжаю свой спецпроект о выставке 125 публикаций Roma Publications. Это нидерландское издательство энтузиастов, фанатов своего дела, которые за последние 25 лет выпустили вот эти все книги, которые за моей спиной лежат на вот этих столах. И я рассказываю о некоторых из них. В предыдущем видео по вот этой всплывашке вы можете увидеть вступление, несколько первых книг и интервью с Роджером Вильямсом, основателем этого издательства и главным дизайнером. Пожалуйста, поставьте лайк обязательно к этому видео прямо сейчас. Задавайте вопросы. Обязательно я на них отвечу во время стримов. И приятного просмотра. Фантастическая книжка. Это одна из ранних древних публикаций, но в ней настолько с любовью сделана типографика. Сейчас я вам ее покажу. Во-первых, смотрите, какая обложка. Во-вторых, оглавление на задней стороне вот такое. Вот так вот выглядит корешок. Видите? Очень простой. Но внутри начинается магия. Сначала у нас с вот такими вставками внутри, другого формата, отличного. И здесь вот такие вот какие-то работы дополнительные, о них что-то рассказано. Такой вот уголок отрезанный, заголовок, курсив. Смотрите, сколько много разных шрифтов, и как они фантастически сочетаются между собой. Вот эти еще полоски создают композицию. И вот так вот дальше, смотрите, как красиво. Дальше тут вставка фотографий, какой-то цветной графики. Вот, смотрите, какая красота. Тоже какое-то оглавление. И вот так. Поистине восхитительная типографика с очень большой любовью сделанной к деталям. Вот. Еще одна книжечка, посвященная эксперименту Jet-Set. Смотрите, это прям на такой серебряной, металлической, зеркальной бумаге напечатано. Такие композиции. Это просто экспериментал Jet-Set. Просто очень маленькая, тоненькая книжечка с их композициями. Просто гильетика и просто плотно упакованные буквы. На каждой странице они все плотнее, и плотнее, и плотнее. И в конце супер плотно. But the most typographical covers are maybe the ones that Experimental Jet-Set makes, which I really like very much, because they make type really speak, and they keep them simple, but they use them in a very powerful way. Вторая книжка, посвященная им же. Очень хорошая композиция на обложке. Внутри все то же самое, что я вам уже показывал не раз. Здесь книга состоит из нескольких блоков. В начале блок на такой приятной кремовой бумаге. Потом блок с фотографиями и всякой типографикой большой, с залитыми краской черной страницами. Потом снова такой вот блок матовой кремовой краски. И потом снова фотографии. И потом еще раз блок в конце такой вот бумаги. И обложка. Очень ярко-белая бумага по сравнению с той, которая внутри такая матовая. Then I always play a bit with the conventions. So you know that a book is made up in a few conventions, like what's a cover, what's on the cover, what's the opening page, what's the introduction, what's like the storyline, and I always play with that. So I see the book as a composition from beginning to end, and I want to balance it, but also have enough tension. So I look at the content often in a very abstract way, like, oh, there's a kind of light text there and a more heavy text there,
and if you have this in between, and then this comes before, and this comes after, and then you can, in your head, you have these blocks, for example, and if they are really different blocks, you can also choose a different paper or a different typeface. But sometimes you feel, no, they're almost the same, or I play with it that you don't know which block is what block, or you say, well, instead of finishing this block, I put another block inside, and then often when it's a complex amount of images, for example, I think of a structure where I can think in inserts, and for example, 8 pages color, 8 pages black and white, 8 pages color, and then I know, oh, I can also say here do 32 pages black and white and then 16 color, and then I will always feel where is the best place to do it. So you're all the time thinking in the composition. Еще один Карл Мартенс, уникально напечатанный, вот таким образом сделана обложка. Сейчас я все-таки, нет, она здесь вот пришита. Вот так вот напечатана вся эта книжка вот такими разворотами, склеенными между собой. Вот так. Очень яркие пантоны, неразрезанные листочки бумаги, вот так сложные между собой, и потом уже прошитые страницы вот так в уголках, и просто много работ Мартенса. Вот тут просто прошито по центру одной такой большой ниткой с 2 дырками. Фантастика. Вот и так вот этот корешок сделан. Еще одна маленькая книжечка, очень простая. Смотрите, как у нее хорошо. Какая-то поэзия напечатана в конце. Такая обложка, вот такой корешок. Сзади корешок отделен вот такой вот розовой полосочкой. И внутри настоящая визуальная поэзия, смотрите. Дальше вот так. И вот так. И вот так. И вот так. И вот так. Красота. И в конце вот так. Входные данные. Красота. Книга посвящена букве А. Она такая вот серебряная. На обратной стороне заголовок этой книги набран с таким минусовым трекингом, где буквы одна налезает на другую. Дальше. Обложка у нас выглядит вот так. Вот так сделан корешок. Напечатано отдельно. Тиснение. Дальше смотрите, какая шикарная вещь в начале книги. Фантастически хорошая верстка. Модернистская такая, я бы сказал, швейцарская. Смотрите, как дальше хорошо черная нитка взаимодействует с этим вот разворотом. И дальше у нас черная бумага с черно-белыми фотографиями. Ну, не черная бумага, это просто заливка краской. Здесь есть просто много разных букв А. И во второй части у нас есть вот такие хорошие заверстанные интервью. Каталог каких-то ночных рисунков. Здесь написано какое-то вступление, очень крупной антиквой. А дальше внутри просто вот эти самые ночные рисунки. Но очень классное вот это сочетание вытянутого шрифта и антиквы. Очень красиво. И смотрите, как в конце заканчивается эта строчка.
for example, I don't write text myself in the books, but I quickly read it through, and then I have a feeling, this kind of text. So I'm not really then losing myself in this let's say intellectual debate or what the text is about. I can accept it, and sometimes I accept it's a typical director like introduction, and then I don't bother, but I place it as that kind of text, or I hide it in the cover, or I put it on a separate sheet. So every kind of text I can find a place in the puzzle, you see? And often I come to the conclusion that it's nice to put the text outside the book, or I can advise it to put it only online, or I put an insert or a loose paper. Especially when a text is deriving, it's not really adding something to what the artist want to say, then it's good to kind of give it a less important place. And so titles I like very much, but most of the time I work with visual artists, so the text becomes secondary. But that's also a nice element to play with. Еще пара книг напоследок, на десерт. Первая. Вот она. Выглядит она вот так. Но сейчас посмотреть поближе. Вы видите, это просто сверху. Сначала был напечатан черный текст, потом сверху просто залили все такой белой матовой краской. Внутри все очень просто сделано. Смотрите, снова вот так вот написан текст, а потом спрятан под слой краски. И кусочек торчит. И дальше просто работа. Вот так. На таких больших форматах. Напечатаны. Причем их можно развернуть вот так. Еще дальше внутрь заглянуть. На таких огромных листах это все напечатано. И в конце снова спрятанный текст. И конец обложки. И просто сшито ниткой. Вот так вот оно выглядит еще в развороте, посмотрите. Видите, да? Вот еще одна такая раскладушка. Это вот эмбоссинг. Они тактильные буквы. Серым цветом, но на крафтовой бумаге выдавленные. Здесь логотипы в конце. И две таких вставки. Одна очень короткая, а вторая с большим количеством картинок и текстов. Такой альбом, как виниловая пластинка. Кстати, про виниловые пластинки сейчас. Вот она. Как раз одна из публикаций Roma Publications. Это винил. И они в дизайне обложки использовали нотные страницы, просто мультилейером наложенные друг на друга. Получилась вот такая сумасшедшая вещь, смотрите. Так. И вот так. Здесь вот текст начинается не с передней, с первой части, а на четвертой стороне, вот здесь зеркально инвертированно отображен. И прочитать может только развернув ее целиком. Тут есть вкладыш с фотографиями. На вкладыше точно такая же типографика на обложке. Вот такие странные фотографии. Ну, сама пластинка попроще. Вкладыш под пластинку. И винил. Фух, ну все. Последнее, что я вам хочу сегодня показать, это снова Карл Мартенс. И книжечка называется Tokyo Papers. И она напечатана на очень тонкой рисовой бумаге. Фантастически тоненькой.
Просто послушайте, как она звучит. И здесь какие-то японские листочки, на которых Мартин рисовал. Причем часть из них просто спрятана в неразрезанные страницы. Нужно прямо взаимодействовать с книгой и заглядывать внутрь. Фантастика. И вот так вот каждая страница. Причем, обратите внимание, нумерация идет, вот видите, 5, 6, 7. То есть вот те страницы, которые внутри, они даже не пронумерованы. Якобы их не существует. Но они существуют. Вот. И внутри множество вот такой красоты. Ну, это снова Мартинс. Очень качественно, очень ярко напечатано на рисовой бумаге. На очень тонкой. Да, любопытно, что страницы внутренние никак не пронумерованы. Может быть, так задумано, может быть, и там и должен быть второй слой. Вот такая красота. Спасибо Roma Publications за вдохновение, за то, что вы производите и любите книжное дело, за то, что вы не даете печати умереть. В заключение хочу добавить свое мнение о том, что ждет печать, книги, живые, не цифровые. Мне кажется, что у них хорошее будущее, в котором книги будут храниться десятки лет, может быть, сотни. Это будут объекты, к которым ты хочешь возвращаться всю жизнь. Нежные, аккуратные, идеально созданные. А ширпотреб, повседневные вещи, публицистика, всевозможное чтиво, они могут спокойно существовать в цифровом виде. И, значит, печать не умрет. Она не умрет никогда, потому что есть энтузиасты, и этих энтузиастов становится все больше. Людей, которым не равнодушна хорошая типографика, приятная на ощупь бумага, идеально уложенная краска и правильно сделанный книжный переплет. Надеюсь, я сумел вас немножко вдохновить. Увидимся. Подпишитесь на канал, поддержите на Патреоне или в Бусти, поставьте лайк, оставьте комментарий. Я это все очень ценю. Пока. I have to go. Yeah, good. Maybe cut out only the nice parts, eh? Yeah.